Хочешь менять мир, менять себя. Жизнь кинула карты, приготовься к игре. И строит козни, но тебе же смешно. Смелый герой стоит один за всех. И все за одного. Здравствуйте, уважаемые коллеги, дамы и господа. Я Валерий Табаков, юрист. Сегодня я хочу поделиться с вами анализом ситуации с уголовными делами по статье 111 Уголовного кодекса Украины, которая касается государственной измены. Эта тема особенно актуальна в контексте полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, которое началось в феврале 2022 года и продолжается по сей день. С тех пор количество таких дел резко возросло, и они стали одним из ключевых инструментов в борьбе с коллаборационизмом, шпионажем и другими формами подрыва национальной безопасности. Я подготовил этот материал на основе открытых источников, судебных решений, отчетов правоохранительных органов и аналитических исследований. Мой анализ охватывает период с 2022 года по январь 2026 года с акцентом на резонансные дела. Я постараюсь быть объективным, опираясь на факты и избегать политических оценок, сосредоточившись на юридических аспектах. Это видео рассчитано минут на 30, чтобы дать полное представление о проблеме. Начнем с общего обзора, затем перейдем к перечню дел, а после этого подробно разберем одно из очень интересных дел Александра Дубинского, как одно из самых ярких и продолжающихся примеров на сегодняшний день. Сначала общая статистика и тенденции. По данным Государственного бюро расследований Украины с февраля 2022 года по январь 2026 года возбуждено свыше 2400 уголовных дел по статье государственной измены. Это огромный рост по сравнению с довоенным периодом, когда такие дела были редкостью. В 2025 году, по данным аналитического проекта «Первый отдел», который изучает преследование по политическим мотивам, было вынесено рекордное количество приговоров по делам о шпионаже и госизмене. 468 человек осуждены, и еще не менее 420 находятся под следствием. В первом полугодии 2025 года военные суды Украины провозгласили приговоры 87 фигурантам таких дел, что составляет 37,5% от общего числа осужденных за год. Эти дела охватывают широкий спектр деятельности от передачи разведданных оккупантам до коллаборационизма на оккупированных территориях, от информационных диверсий до содействия террористическим организациям. Госизмена по статье 111 карается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным заключением, в зависимости от тяжести последствий. Важно отметить, что многие дела ведутся заочно, поскольку фигуранты скрываются на территории Российской Федерации или на временно оккупированных территориях Украины. Служба безопасности Украины и ГБР активно расследуют эти случаи, часто в составе организованных групп. В 2025 году преследование по таким делам носило общенациональный характер, затрагивая как обычных граждан, так и высокопоставленных чиновников, политиков, бизнесменов. Теперь перейдем к перечню резонансных дел. Выделим наиболее громкие случаи, которые привлекают внимание общественности и СМИ
И каждая из них, этих дел, иллюстрирует разные аспекты госизмены, от политического коллаборационизма до экономического содействия врагу. Первое дело – это дело Петра Алексеевича Порошенко, бывшего президента Украины. Он обвиняется в госизмене и содействии террористическим организациям Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика. Суть обвинения заключается в схемах закупки угля с оккупированных территорий через госпредприятие «Центрэнерго» в период 2014-2015 годов. По версии следствия, Порошенко вступил в сговор с Виктором Медведчуком, что привело к финансированию террористических организаций и подрыву энергетической безопасности Украины. Суд начал рассмотрение дела в 2025 году, и Порошенко остается обвиняемым. Это дело вызывает много споров, поскольку касается бывшего главы государства, и защита утверждает политическую мотивированность преследования. На данный момент процесс продолжается с допросами свидетелей и экспертизами. Второе дело – это дело Николая Азарова, бывшего премьер-министра Украины, и его помощницы Елены Хохловой. Они были заочно осуждены в декабре 2025 года за госизмену, призывы к насильственному изменению конституционного строя и изменению границ Украины. Азаров и Хохлова бежали в Российскую Федерацию в 2014 году и оттуда продолжали деятельность, направленную против Украины, включая публичное заявление сотрудничества с российскими властями. Приговор включает конфискацию имущества. Но поскольку фигуранты находятся за границей, исполнение затруднено. Это дело подчеркивает проблему заочных осуждений, которые стали распространенными в военное время. Третье дело. Тимур Миндич. Бизнесмен из окружения президента Владимира Зеленского. В декабре 2025 года Служба безопасности Украины возбудила новое уголовное производство по статье «Госизмены на фоне коррупционных скандалов, связанных с государственным предприятием «Энергоатом» и бизнес-интересами в Российской Федерации». Миндич подозревается в передаче конфиденциальной информации и экономическом содействии врагу. Дело находится на стадии расследования, и детали не полностью раскрыты, но оно вызывает вопросы о коррупции в высших эшелонах власти. Четвертое дело. Владимир Петров, политтехнолог и скандальный ведущий. С 14 января 2026 года СБУ открыла производство по части 1 статьи 111 за действия, расцененные как госизмена. Детали публично не полностью раскрыты, но они связаны с его публичной деятельностью, заявлениями и возможным сотрудничеством с российскими интересами. Петров известен своими провокационными акциями. Это дело может быть связано с информационной войной. Противостояние с Гордоном. Расследование продолжается, и Петров остается на свободе под подпиской о невыезде. Пятое дело – это экс-чиновник Киевской областной госадминистрации Николай Юк. Он был заочно осужден за госизмену в форме конфиденциального сотрудничества с ГРУ, Генштаба Вооруженных сил РФ в период 2023-2024 годов. В 2025 году он был обменен в Россию в рамках обмена пленными. Это дело иллюстрирует, как госизмена может проявляться в шпионаже на уровне региональных властей. Шестое дело. Экс-глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и бывший руководитель департамента Андрей Наумов. Они фигуранты дел о госизмене, коррупции и торговле санкционными товарами. Обвинения включают передачу данных о системах безопасности Чернобыльской атомной электростанции и других объектах. Наумов скрывается за границей, а расследование продолжается.
Это дело затрагивает верхушку силовых структур и подчеркивает внутренние угрозы в системе безопасности. Седьмое – это многочисленные случаи с экс-сотрудниками силовых структур, блогерами и чиновниками на оккупированных территориях. Например, в 2025 году появились первые приговоры к пожизненному заключению за особо тяжкие формы госизмены, хотя такие случаи редки. В целом, Служба безопасности Украины регулярно отчитывается о разоблачениях сотен случаев в год, включая передачу разведданных Российской Федерации. Это не полный список, но он дает представление о разнообразии дел. Многие из них связаны с информационной войной, экономическим ущербом или прямым содействием оккупантам. Ну а теперь, как я и обещал, перейдем к конкретике по делу Александра Дубинского, которое является одним из самых обсуждаемых в последние годы и остается в активной стадии на январь 2026 года. Хочешь менять мир, менять себя. Жизнь кинула карты, приготовься к игре. И строить козни, но тебе же смешно. Смелый герой стоит один за всех. И все. Александр Дубинский, народный депутат Украины 9-го созыва, изначально от партии «Слуга народа». Позже исключен и стал внефракционным. Бывший журналист телеканала «1+1», блогер, общественный деятель. Его дело по госизмене началось еще в ноябре 2023 года, когда Служба безопасности Украины и Госбюро расследований объявили ему о подозрении по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса «Госизмена, совершенная в составе организованной группы», и по статье 255 «Участие в преступной организации». Позывной Дубинского в материалах следствия «Буратино». Суть обвинения. Дубинский подозревается в том, что входил в преступную организацию, сформированную Главным управлением Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. По версии следствия, группа занималась информационно-подрывной деятельностью в интересах России, распространением дезинформации, фейковых нарративов, направленных на подрыв доверия к украинской власти, мобилизации, международным партнерам, в частности к США, а также на ухудшение политических отношений Украины с Западом. Ключевой эпизод – это пресс-конференции 2019 года с участием экс-нардепа Андрея Деркача, который позже бежал в Россию и стал сенатором РФ, где распространялись материалы о якобы коррупции в окружении американских политиков и вмешательстве Украины в выборы в США. Ну, помните, да, дело Бурисмы. Следствие утверждает, что Дубинский координировал действия с Деркачем, экс-прокурором Константином Куликом и российскими кураторами, включая Владимира Алексеева и Алексея Савина из ГРУ. Материалы основаны на переписке, финансовых транзакциях, показаниях свидетелей, в том числе бывшего помощника Деркача Игоря Колесникова, и анализе публичных заявлений Дубинского. Хронология. Октябрь 2020 года. Первое заявление о возможной госизмене от антикоррупционных организаций. Призывы к санкциям США. Ноябрь 2023. Обыски, объявление о подозрении, арест Печерским судом без права на залог. Дубинский взят под стражу на 2 месяца. Мера пресечения неоднократно продлевалась. Сентябрь 2024 года. ГБР завершает досудебное расследование по основной части дела о госизмене и преступной организации. Октябрь 2024 года. Обвинительный акт в отношении Дубинского, Деркача, Кулика и других направлен в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения
по существу. 2025 год. Регулярное продление ареста каждые 60 дней. Дубинский остается в СИЗО. Продолжает вносить законопроекты и постановы в Верховную Раду, включая предложение об увольнении главы СБУ и генпрокурора, несмотря на содержание под стражей. Январь 2026 года. 16 января Шевченковский районный суд Киева в очередной раз продлил содержание под стражей до 14 марта 2026 года. Впервые в деле появилась альтернатива, а именно залог в размере 33 миллионов 280 тысяч гривен. Дубинский во время заседания назвал эту сумму несоразмерной своим финансовым возможностям и неподъемной. Он заявил, что не может внести такой залог и обвинил власть в политическом преследовании. Суд учел риски давления на свидетелей и возможность побега, но все же ввел альтернативу. Ранее все продления были без права на залог. На момент января 2026 года Дубинский все еще в СИЗО. Процесс по существу продолжается, допросы свидетелей, изучение доказательств, экспертизы. Дополнительно, Дубинский фигурирует также в отдельном деле по организации незаконного пересечения границы, а именно выезд за границу родственника по поддельным документам в 2022 году. И служебном подлоге эти дела объединены или рассматриваются параллельно, но основное – это именно госизмена. Защита Дубинского активно обжалует обвинения в апелляциях и публично. Адвокаты утверждают отсутствие прямых доказательств передачи секретной информации, политическую мотивированность, критика власти, связь с Игорем Коломойским, нарушение презумпции невиновности. Сам Дубинский не признает вину. Из СИЗО публикует заявления о коррупции в ТЦК, откупе от мобилизации и так далее. Он позиционирует себя как жертву репрессий. В юридическом смысле дело сочетает элементы госизмены, часть 1, статья 111, с участием в преступной организации, статья 255, что отягчает ответственность следствия и опирается на цифровые доказательства, показания перебежчиков и анализ медийной активности. Если вина будет доказана в суде, это может стать прецедентом для преследования публичных фигур за информационную деятельность в интересах агрессора. С другой стороны, критики видят в деле попытку подавления оппозиции и свободы слова, особенно учитывая статус Дубинского как депутата и бывшего журналиста. Процесс продолжается. Следующее заседание ожидается в феврале-марте 2026 года. Если Дубинский или его представители внесут залог, он может выйти под домашний арест или с электронным браслетом, с запретом на общение с определенными лицами и выезд за границу. Это дело привлекает внимание из-за статуса фигуранта, его медийности и политического контекста, и оно может существенно повлиять на дискуссию о балансе между национальной безопасностью и правами человека в военное время. В заключение скажу, что дела по госизмене отражают сложную реальность военного времени, необходимость защиты государства от внутренних угроз и риск злоупотреблений. Как юрист я призываю к строгому соблюдению процессуальных норм презумпции невиновности и независимости судов. Если, друзья, у вас есть вопросы или нужны уточнения по конкретным делам, я готов обсудить. Спасибо за внимание. С вами был Валерий Табаков, юрист.